Тамбомачай. С кечуа это название переводится как «место отдыха». Свободно пасущиеся ламы, расслабляющий шум бегущей по камням воды и свежий горный воздух создают чувство внутреннего отдыха и единения с природой. Это место упоминается в различных хрониках, которые указывают, что оно использовалось для отдыха инских правителей, когда те охотились в окрестных лесах. Историки полагают, что источники Тамбомачая использовались правителями инков и их женами для совершения ритуальных омовений. Индейцы до сих пор верят, что вода из источников приносит молодость и богатство. Комплекс построен из хорошо подогнанных друг к другу блоков неправильной многоугольной формы, вписанных в скальные выступы. Древние строители по максимуму использовали природный ландшафт и строили свои сооружения в соответствии с ним. Им не было нужды выравнивать площадку, рыть котлован, измельчать камни в бетон и лепить из него блоки одинаковой формы и размера, создавая однотипные строения. Их постройки – суть продолжения природы. Именно поэтому они обладают прекрасной сейсмоустойчивостью и продолжают сохранять свой первоначальный вид даже спустя много веков. Современные технологии строительства по сравнению с этой кладкой выглядят просто примитивными. Получается, что и древним инкам соорудить такое было явно не под силу, и они просто использовали уже имеющиеся строения. Следующий памятник на нашем пути – Писак. Считается, что комплекс был построен инками. Однако, как мы с вами убедимся, гуляя по комплексу, далеко не все постройки следует относить к инкам. При входе в комплекс справа можно наблюдать огромные земледельческие террасы. На данный момент эти террасы уже не используются. Гуляя по комплексу, можно увидеть кладку из небольших и плохо обработанных блоков на глиняном растворе. Эта кладка – пример того, что было под силу инкам. Как видно, трапециевидные ниши этой кладки сильно уступают по качеству тем, которые мы видели в том же Саксуямане. Имея перед глазами довольно совершенный образец, индейцы, конечно, пытались подражать первым строителям, но возможности у них были гораздо скромнее. Вот и получилось внешнее архитектурное сходство при кардинальном различии технологий. Судя по количеству этих ниш, индейцы были в таком восторге от увиденного, что старались встроить эти ниши в любое удобное место. А теперь перенесемся в другое место комплекса и посмотрим на абсолютно другую кладку. Вот достаточно нетривиальная кладка из больших и хорошо обработанных блоков, стыки между которыми настолько незаметные, что с виду кажется, что они просто слеплены между собой. Как будто это один камень, но в нем сделаны траншейки. Ворота дальше по форме напоминают ворота в древних Микенах.
Похоже, что древним строителям не составляло особого труда выкладывать камни подобным образом. Кладка вписана в скальное основание. Такие технологии далеки от возможностей индейцев того времени. Выше мы видим кладку, которая гораздо примитивнее. Грубо отесанный камень на глиняном растворе. Разница в технологиях просто колоссальная. Вот такую кладку могли сложить индейцы. Здесь мы видим, что нижние ярусы кладки вписаны в скальное основание, но при этом кладка весьма небрежна. Весьма вероятно, что инки в данном случае просто восстанавливали древнюю конструкцию. На это указывает и примитивная кладка внутри этой башни. Вообще, в Писаке можно много где увидеть кладку, расположение которой не до конца понятно, как, например, вот этот участок. Перед нами сейчас открывается вид на так называемый храмовый сектор Писака, в центре которого располагается Интиуатана. Слово Интиуатана буквально можно перевести как «место, куда привязано солнце». Один из храмов явно выделяется своей неказистостью на фоне остальных построек, и разница технологий очевидна. Все остальные постройки смотрятся ровными и аккуратными. Мы приехали в Марай. Город Марай славится своими террасами. Глубина вырытого колодца доходит до 30 метров и создает температурный перепад между верхней и нижней частью в 15 градусов Цельсия. Находясь в самом центре нижней террасы, мы испытали невероятный прилив энергии и сил. Там хотелось остаться. Возможно, форма террасы не случайна и высвобождает внутреннюю энергию Земли, что благотворно влияет на урожайность. Какая же огромная работа стояла за возведением такой террасы. И хотя террасы не выглядят чем-то крайне сложным для постройки, впечатляет масштаб. По всему Перу древние террасы занимают суммарную площадь в десятки тысяч километров. Крайне сомнительно, что такое было под силу соорудить древним индейцам,
относительно короткий промежуток времени.